Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание высокосному году. Поговорим о том, как правильно прожить высокосный год, чтобы в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие, а также те неприятности, проблемы и острые углы обойти. Поэтому очень важная ценная информация, друзья. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, а также перешлите это видео тем, кому это видео будет полезно и интересно. Еще раз давайте начнем с того, что 2024 год это у нас с вами высокосный год. В то же время, друзья, символом 2024 года является зеленый деревянный дракон. И вот именно зеленый деревянный дракон бывает раз в 60 лет. И это очень важно понимать и осознавать. Поэтому каждый человек на нашей планете на протяжении всего года, он, знаете, будет постоянно лавировать, постоянно нужно будет искать баланс везде и во всем. Поэтому очень важно правильно подготовиться и к встрече. И когда вы все правильно сделаете и на протяжении всего года будете стараться соблюдать определенные правила, советы, рекомендации, то для вас этот год не только пройдет легко, но и в изобилии. Итак, во-первых, постарайтесь до Нового года, до 31 декабря рассчитаться со своими долгами и кредитами. Может быть такая ситуация, что вы не можете полностью рассчитаться, то хотя бы хоть какую-то сумму отдайте. Также постарайтесь оплатить все счета, которые у вас есть до Нового года. Следующий момент очень важный. Вам нужно отпустить все обиды, которые у вас накопились в вашей жизни. Иногда это очень сложно делать по разным причинам, потому что кто-то обижается на близких, родных людей, кто-то обижается на свою подругу, на коллегу и так далее, на начальника, руководителя. Но вы должны понимать и то, что каждый человек, с кем вы взаимодействуете, является в первую очередь для вас учителем. И вот ваша задача не обижаться, не нести обиду, а вы знаете, что обида, она только разрушает изнутри человека. Обида – это такая вот энергетическая, деструктивная энергия, которая внутри вас разъедает, увеличивается, и это приводит к тем же болезням, приводит к проблемам с деньгами на работе и так далее, и так далее. Поэтому постарайтесь отпустить обиды, а те люди, которые, как вы считаете, вас обидели, просто подарите им свою любовь, просто свою улыбку. Нет желания сообщаться, нет желания прощать, возьмите просто листок бумаги, возьмите ручку и просто напишите письмо благодарности им. В этот момент вы можете даже плакать, если вы будете это делать искренне. Знаете, ваша душа очищается. И вы знаете, это даже очень хорошо. Радуйтесь тому, что ваше тело и ваша душа, они обновляются в этот момент. Также, пожалуйста, не забудьте сделать в доме генеральную уборку. Обратите внимание на каждую комнату в вашем доме или квартире. Особое внимание обязательно уделите кухне, обязательно уделите ванной комнате и обязательно уделите туалету. Это вот те места, плюс еще коридор, потому что это те места, где могут застаиваться энергии, и они будут привносить в вашу жизнь, к сожалению, только разрушение и только негатив. Обязательно пересмотрите на кухне все продукты питания. Возможно, что-то срок действия истек. Возможно, вы уже не пользуетесь долгое время. Также уделите внимание и холодильнику. Помните о том, что кухня – это не просто то место, куда мы приходим покушать и приготовить еду, но это еще сакральное место, которое отвечает за изобилие, достаток и благополучие. Также обращаем ваше внимание на коридор в вашем доме или квартире. Обязательно уделите внимание зеркалам и зеркальным поверхностям. Они должны быть обязательно чистыми. Конечно же, идеально сделать каждый день и убирать зеркала, мыть их. Это очень сложно, но хотя бы раз в неделю протирать, делать влажную уборку, это стоит, потому что помните о том, что все зеркала, они сначала все это собирают, всю информацию, а потом транслируют. И вот что они транслируют, для нас это будет загадка природы. Помните, пожалуйста, об этом. Также обязательно
Не забудьте на протяжении и всего 2024 года заниматься пожертвованиями, раздавать милостыню. Это поможет привлечь изобилие в вашу жизнь, достаток, финансовое благополучие. Но вы должны понимать и то, что если мы говорим слово пожертвование, милостыня, это не значит, что вы должны 10%, да, как учат, или какую-то часть денег обязательно, вот прямо обязательно отдавать. Нет, вы знаете, иногда бывает так, что вам вы даете как кому-то очень важный совет, жизненный совет, этот совет меняет жизнь. Это тоже, можно сказать, что это милостыня, это пожертвование, потому что вы делитесь не только какими-то своими мыслями, идеями, но вы делитесь своей энергией. А вы помните о том, что энергия имеет очень важное значение для каждого человека. Также, возможно, вы кого-то перейдете через дорогу, вы кого-то подвезете. Бывают такие ситуации, что вы живете в многоквартирном доме, у вас есть, например, машина, да, обязательно, вот, и вы знаете, что в вашем доме проживают пожилые люди. Просто подойдите к каждому и скажите, что у вас есть машина, и дайте свой номер телефона и скажите, что в любой момент, например, они могут обратиться для того, чтобы быстрее доехать в какое-то место, или, возможно, им надо купить какие-то препараты, всякое бывает в жизни. Вы должны понимать и то, что пока каждый из нас молодой, зеленый и так далее, то многие думают о том, что этот день не настанет. Он все равно приходит, потому что так заложены основы этого мироздания. И мы ничего не можем это сделать, потому что человек приходит в этот мир, он рождается, происходят определенные процессы развития, и на какой-то моменте идет уже увядание. Самое простое — цветы, да, цветок, он тоже, семечко падает в землю, создаются определенные жизненные условия, семечко прорывается, появляется росточек, листочки и так далее, и так далее. И так и в жизни. Поэтому несите любовь, несите гармонию. Если в вашем окружении есть люди, которые злые, которые не завистливые, которые постоянно пытаются с вами ругаться, возьмите сами для себя ответьте на вопрос, а почему они это делают? Возможно, они это делают ввиду того, что они энергетические вампиры. Возможно, они это делают, потому что они заинтересованы в вас и боятся вас отпустить. В ситуации может быть множество, вы должны сами разобраться. Бывает так, что как только вы разобрались в той или иной ситуации, то есть вы внутренне поняли, в чем же причина, этот человек исчезает из жизни. Ну, например, на работе вы с коллегой постоянно ссоритесь, ругаетесь, спорите. Знаете, есть здоровый спор, а вот есть просто вот этот агрессивный, вот эти сплетни, этот негатив. В какой-то момент вы сами, знаете, подводите черту и понимаете, что же изначально было первопричиной. Вы знаете, человек уходит из вашей жизни, он просто пишет заявление по собственному желанию и уходит с этой работы. Он переезжает в другой город, в другую страну, потому что он сам для себя принимает решение, что он хочет поменять жизнь. И вы знаете, так вот люди и меняются. Поэтому, пожалуйста, не стоит переживать. Кроме того, постарайтесь на протяжении всего высокосного года быть в нарядах, вот в красивых костюмах, возможно, быть в красивых вещах. Конечно же, иногда это очень стоит больших денег, но все эти старые вещи, тот весь хлам, который у вас был, постарайтесь от него избавиться и в свою жизнь на протяжении 2024 года постоянно обновлять. Мы не говорим, что каждую неделю это нужно делать, но хотя бы раз в месяц себе покупайте обновки. Тоже касается и красивых украшений, потому что вы помните, что символ 2024 года у нас дракон, а это не только мифическое животное, но это животное, которое у нас отвечает за мудрость, за изобильность. И очень важно, чтобы вы на протяжении всего 2024 года поступали мудро по отношению к людям, по отношению к ситуациям и так далее, и так далее. Также обращаем ваше внимание, очень важно, чтобы вы до Нового года постарались прописать планы, которые вы бы хотели реализовать, осуществить в 2024 году. И на протяжении всего 2024 года, хоть он и высокосный, обязательно старайтесь привносить какие-то интересные изменения. Далее,
На что еще обязательно вам стоит обратить внимание? Постарайтесь, чтобы на протяжении всего 2024 года в вашем кошельке были крупные купюры. Конечно же, это кто-то скажет: боже, это из сферы фантастика, как так могут быть крупные купюры? А вот постарайтесь, чтобы всегда хотя бы одна крупная купюра была в вашем кошельке. Как вариант, вы можете взять монетку, найти вот ту монетку, которая вот вы считаете, что она станет вашим талисманом, но помните, она должна быть именно золотого цвета. Она станет талисманом на весь 2024 год. Или положите в карманчик вашего кошелька, в отдельный карманчик, или носите постоянно в кармане вашей, например, брюк, платье, и время от времени берите ее в руки и теребите. Вот знаете, вот и представляете, как вы привлекаете деньги. Это очень важно. Также обязательно вам нужно перед Новым годом положить монетку на порог дома. И таким образом эту монетку, смотрите, чтобы никто ее не украл, не взял. И старайтесь каждый раз брать ее время от времени и наговаривать на нее те слова, которые вы бы хотели, чтобы в вашей жизни было. Ну, например, взяли монетку ее и говорите: изобилие, достаток, благополучие, финансы, деньги. И после этого опять положили ее на порог дома. И объясните всем членам семьи, чтобы они ее просто не брали и не трогали. Также обращаем ваше внимание, что очень здорово, если будет на протяжении всего 2024 года у вас будет что-то в декоре, связанное с символом дракона. Также это могут быть, например, что-то связанное с деревом. Обязательно, чтобы именно в декоре вашей квартиры был цвет зеленый обязательно, красный цвет, желтый, золотой цвет. Не обязательно должно быть все, но какие-то вот маленькие, возможно, элементы. Также постарайтесь, чтобы на протяжении 2024 года вы кушали только из красивой посуды. Помните о том, что когда вы кушаете из красивой посуды, вы сами, возможно, даже неосознанно приглашаете достаток в свою жизнь. Мы не говорим о какой-то там слишком дорогой посуде, а вот та посуда, которая вот вам перед Новым годом, она вам очень-очень вам понравится. Вы прямо прочувствуете, что это та посуда, с которой вы хотите на протяжении следующих, возможно, даже лет из нее кушать еду. Кроме того, когда вы кушаете из красивой посуды, обращаем на это ваше внимание, у вас не такой и аппетит, потому что ваши глаза сосредоточены на красоте, и вам нравится больше быть, знаете, не кушать, а вот это созерцать. Также обращаем ваше внимание, что в каждом доме на протяжении всего 2024 года обязательно должен быть символ 2024 года. Девочки и мальчики, обязательно, очень важно, чтобы в каждом доме, в каждой квартире, даже если вы снимаете квартиру, должен быть деревянный зеленый дракончик. Это символ следующего 2024 года, но именно деревянный, именно зеленый дракон поможет вам на протяжении всего 2024 года привлечь изобилие, достаток, благополучие. В вашей жизни в обязательном порядке будут открываться новые возможности, новые связи, контакты появляться. Поэтому найдите, пожалуйста, зеленого, но обязательно деревянного дракона. Даже если вы не можете найти, постарайтесь найти мастера, который вот именно работает по дереву, и попросить его, чтобы он вам сделал деревянного дракона. И вот этот деревянный дракончик обязательно вам поможет на протяжении всего 2024 года. Вы даже можете вот на интуитивном уровне купили, да, принесли его домой, и время от времени подходите его и дотрагивайтесь до него, и проговаривайте то, что для вас важно в жизни. То есть это просто могут определенные быть слова. Например, удача, достаток, счастье, здоровье, благополучие. Это очень важные слова. Именно говорите их знаете, когда вы говорите на физическом плане, это происходит и вибрации на энергетическом плане. Только желательно, когда вы берете вот этот символ 2024 года, а он будет очень сильный по своей энергетике. Также обращаем ваше внимание
что вы будете создавать определенные вибрации, и это будет все привлекать вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, очень важно, чтобы на протяжении всего високосного года у вас на кухонном столе обязательно была емкость или баночка с медом. Но помним о том, что мед должен быть только настоящий. Вы будете удивлены, но, к сожалению, сейчас очень много продается меда не настоящего, сделанного из сахара, разведенного сахара, как вам удобнее это услышать, и поэтому, соответственно, он не имеет этого эффекта. Это очень важно. Поэтому вот такие хотели сегодня с вами поделиться моментами, важными моментами, мы считаем, потому что они именно вам помогут в жизни привлечь вот те мыслимые и немыслимые блага, которые нужны именно в високосный год. И тогда для вас високосный год действительно пройдет легко и без каких-либо нюансов. Друзья, прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, прямо сейчас в комментариях напишите «Я привлекаю» и напишите, что вы привлекаете в 2024 году. После этого напишите «Истина, да будет так». Только, пожалуйста, пишите это искренне, пусть Вселенная приумножит и поможет вам реализовать все ваши мечты и желания. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, друзья, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.